Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на февраль 2024 года. Ну что, мои дорогие, я знаю, что вы точно готовы и что вы ждали. Мы начинаем. Февраль, не скажу, что будет для вас легким. Поистине для тельцов это те тиски, которые вы обычно не любите. Месяц будет сложным, давящим и мощным за счет того, что Венера почти весь месяц, и я вот так хочу сказать, что вот точно не то, что первые какие-то несколько дней, нет, ребят, весь месяц Венера будет зажата в тисках либо Марса, либо Плутона. И моменты, большую часть месяца она будет в соединении и с Марсом, и с Плутоном. Да, дорогие тельцы, это ваш главный, единственный управитель Венера, и здесь уж никуда не деться. Придется жить вот в этих сложных, тяжелых условиях, которые организовал нам сейчас мир. Придется закаляться, делать все быстро, делать все мощно, резко принимать решения, разбираться в жизни, разбираться в ситуациях, в чрезвычайных, которые будут происходить. Но, ребят, что необходимо становиться многозадачными и быстро реагировать на события, да? Что касается работы, работа будет явно неоднозначной. Здесь у кого-то получится подняться вверх, у кого-то получится подняться вниз, да? И здесь все зависит от скорости и быстроты действий каждого. Конечно, те, у кого в карте очень сильный и мощный Плутон, будут делать гораздо медленнее, но дольше. И дольше будет длиться результат. Те, у кого Марс в натальной карте сильнее, естественно, будут, особенно те тельцы, кто родились ближе к овновскому времени, вот переход знаков, да, с овна на тельцы, вот эти близкие к овну тельцы, они, конечно же, будут делать все гораздо быстрее, ускорение, быстрее принятие решений здесь будет полегче, да, но, естественно, результат он будет сразу, он такой будет, я бы так сказала, молниеносный и не всегда будет нравится, потому что, естественно, когда мы принимаем быстрые решения, мы не даем себе времени подумать. И здесь, конечно, тельцы всегда любят запас времени для того, чтобы обмозговать у себя все за и против, то есть там примириться с возможными неудавшимися вариантами развития событий. И это на самом деле для тельцов такая их нормальная база, я бы сказала, да. Поэтому здесь, дорогие тельцы, понимайте, что будет месяц получится, возможно, не таким, как вы его хотите, за счет скорости, за счет активности, вот этого настроения, когда все ускорилось. Напоминаю, что февраль у нас месяц, когда нет ни одной ретроградной планеты, все несутся вперед, все летят. И, конечно же, хотя первую неделю февраля, когда еще Венера идет спокойненько в Козероге, да, никого не трогать, ей никто не нужен, да, я бы так сказала, даже до 10 февраля, то есть первая декада февраля, несмотря на то, что это уходящий лунный цикл, получится и работать хорошо, и стабильно, и размеренно, не будет никаких вот этих эмоций, не будет никакого вот этого напряжения. Но я скажу так, что это будет в основном время, когда будете доделывать старые дела, старые проекты. То есть вот стабильная обычная работа, без каких-то таких лишних телодвижений, маневров, без напряжений, когда никто нигде не наступает на пятки, да. Конечно же, с 14 февраля у нас Венера соединяется с Марсом, соединяется с Плутоном, и здесь становится уже не так весело, вообще день влюбленных, он такой будет не очень расслабленный, я так хочу сказать, совсем далеко не расслабленный, да, у нас на 14 февраля, рубеж февраля, середина февраля, помним, немножко короткий месяц, да, всего лишь на 3 дня, но все равно немножко короткий, да, поэтому это такой рубеж, первая половина месяца, в принципе, стабильно спокойно, пока Венера еще находится в знаке зодиака Козерог. И здесь, конечно, этот знак она понимает спокойно: работа, дом, дела, заботы, красота, то есть стабильность. В работе стабильно, все чинно, все благородно, все как всегда, нормально, телец любит это время.
Поэтому, дорогие, прекрасно понимаете, что вот в это время, даже уже с 10 февраля начнется лунный цикл, и по 17 февраля делайте, внедряйте, что хотите, стабильно, активно, в работе. Проекты будут получаться, запущенные дела, реклама. В это время будет все с этим хорошо. То есть энергия такая нормальная, стабильная, приятная, привычная. Да? С 17 февраля Венера переходит с Козерога в Водолей, соединяется с Марсом, с Плутоном в узкое соединение. И здесь, конечно же, начинается все самое интересное, неинтересное, мощное и напряженка. То есть 17 февраля плюс-минус день, да, дорогие, у кого на сколько времени это затронет, кто чем занимается, кто где находится, кто где проживает, имейте, пожалуйста, да, скидочку на это. Здесь понимаете, что начнется не самое приятное ваше время, потому что Тельцу вот эта овновская скорпиония гонка и вот эта жесть вообще никак не нужна, не нравится и ни капельку не расслабляет, да. Но за исключением людей, кто родился в 80-х годах, их такой, я бы так сказала, расклад абсолютно устраивает. Поэтому здесь понимаете, если вы можете работать в условиях напряжения, в условиях таких, я бы так сказала, катаклизмов, когда случается что-то вот такое непонятное, неоднозначное, когда может пойти все не так, как хотелось бы, особенно что, как говорится, идем дальше, да, у нас с 23 февраля начинается вот такая нестабильная история с Юпитером, и здесь понимаете, что еще будет сбоить реклама, можно испортить репутацию, и здесь будьте, пожалуйста, начеку, что вы говорите и что вы делаете, и под конец месяца, конечно же, у нас вообще не прикольно, не прикольно. Венера сходится в квадратуру с Ураном, в квадратуру, и здесь месяц, когда захочется прям вообще все бросить и обнулиться. Поэтому в работе, я бы так сказала, наступает вторая половина февраля не стабильная, абсолютно нестабильная, когда тянуть будет в разные стороны, хочется это, хочется вот так уже не хочется, а здесь нужно переделать. И здесь понимаете, куда вы идете, зачем вы идете, для чего вы идете. Потому что помним, дорогие тельцы, год будет для вас на самом-то деле интересным, но надо, как говорится, пережить весну. Февраль, ну и следом март, такие сложноватые будут месяца, а так в целом в следующие месяца, остаток года пройдет очень даже хорошо, но то, как вы внедрите и как вы проживете февраль с мартом, будет зависеть удачность остальных месяцев, да, чтобы, как говорится, в ноябре, в декабре было попроще, чем обещает быть, да, чем обещают нам звезды. В конце видео обязательно прикреплю большое видео для тельцов на 2024 год, для тех, кто не видел, да. А пока расскажу про любовную сферу. Ну что, тельцы? Февраль месяц, который у нас в принципе должен нести в себе любовь, отношения, романтику, хотя в принципе настроение совершенно не такое. Февраль — это месяц, когда хочется быть свободными, стать свободными, да? Когда хочется расстаться, когда хочется расчистить себе дорогу для весны, для лета, почувствовать себя свободным, вдохнуть в себя глоток жизни, я бы так сказала, да? Но, ребят, это все иллюзия, да, иллюзия того, как оно в принципе должно быть. На самом-то деле, когда вот такое время сложное, необходимо обратить внимание на свои отношения. Да, с учетом того, что вторая половина месяца обещает быть сложной, здесь нужно обратить внимание на отношения, которые есть, не делать резких движений. Я бы посоветовала не ругаться, не расставаться, не разводиться. Будет очень большой соблазн на это. Вторая половина месяца очень сложная и напряженная, поэтому, ребята, понимайте, что в отношениях вы черпаете силу, в отношениях вы черпаете ту самую романтику, комфорт жизни, уют жизни. И здесь, ну, понимаете, что хорошая работа не согреет холодными вечерами, да, а вот обнимашки согреют.
И здесь нужно прям думать, я бы так сказала, рационально, даже может выгодно где-то, да, что в отношениях и находится та ваша страсть, то взаимопонимание, которое вам необходимо для, ну, вообще, в принципе, понимать свою философию. Тельцы у нас знак, который любит, когда красиво, любит, когда интересно. Здесь, конечно, захочется побыть одним, но вот если захочется, то в первой половине месяца дайте себе немножко паузу, немножко расслабьтесь, но говорю вам, во второй половине месяца необходимо прям вот наводить мосты со своими вторыми половинками, вот прям вкладываться в отношения для того, что, ну, чтобы понимать, кто вы есть в принципе по жизни, потому что отношения для вас это такая интересная история, в которой вы работаете в долгую, то есть она рядом с вами по жизни, и от того, какие качественные у вас отношения, зависит уровень вашего материального благосостояния. А оно как раз-таки в конце февраля начнет провисать. Как раз-таки вам будет казаться, что уровень вашего материального благосостояния не такой, как вам бы хотелось. И здесь бы я, мои дорогие, дала бы вам совет обратить внимание на свои отношения. А такие ли у вас отношения, как вы бы хотели? И не находите ли вы случайно ли ту параллель, что ваши отношения ровно точно такие же, какой есть у вас финансовый достаток. То есть если и там плохо, то нужно об этом как минимум подумать, потому что у тельцов не бывает, что у меня все классно с финансами, у меня такие плохие, ужасные отношения. Так не бывает, нет. Потому что Венера, планета тельцов, я бы так сказала, это главный управитель денег, отношений, романтики, и здесь, ну, это управитель дома брака, мои дорогие, поэтому здесь прекрасно понимаете, какие у вас отношения. В свободных отношениях, которые длятся от свидания до свидания, не управляет Венера. Такими отношениями управляет Солнце и Луна. Как хочу, так и получилось. А за стабильность, за деньги, за договорные отношения, в ЗАГСе они или на работе, красивые это отношения, ужасные это отношения, зависит Венера. И здесь, ребятушки, понимаете, что любовь, отношения, страсть в отношениях, уровень комфорта в этих отношениях, и от этого всего будут зависеть финансы и тот самый уровень, куда вы идете, то есть какие вещи вы одеваете, с какой посуды вы едите, то есть абсолютно все красивое, за что, ну, что есть в нашем мире, отвечает за это Венера. Отношения — это тоже красивая его часть, поэтому, ребят, пусть и за вашу жизнь отвечает Венера, а не Солнце, да? Солнце отвечает у нас вообще в принципе за базовую нашу энергию, за движение, за активность. Если у нас не будет гореть Солнце у каждого, да, то у нас не будет в принципе ни Венеры, ни Марс, ни Меркурий работать, да? Поэтому мы не будем не способны понять, чего мы хотим сказать и что мы готовы делать ради того, чтобы у нас было, что мы хотим. Поэтому вот, включайте свое солнышко, живите, будьте тельцами, понимайте, что вы хотите. Февраль месяц для того, чтобы понять и расставить ориентиры, что вы хотите по жизни, да? Куда вы идете, каким человеком вы хотите стать. Месяц будет очень сложным и давящим, поэтому либо вы будете продавливать свои обстоятельства и желания с амбициями, да? Либо этот месяц и обстоятельства внешнего мира будут продавливать вас. Поэтому да, вот так немножко грубо, но, надеюсь, сразу понятно, чтобы понимать уровень быстрого течения времени, вот оно с февраля начинает ускоряться невероятно, и понимаете, что чем быстрее вы примете решение, как вы хотите жить, тем быстрее ваша жизнь начнет выруливать, с учетом того, что у вас не так уж и много времени в 2024 году для того, чтобы вырулить свою жизнь, да, то есть февраль и март, я бы так сказала, необходимо активно попахать, да, а в апреле и в мае очень сильно, мощно ускориться, чтобы приумножить то, ну, ради чего пахали февраль и март. Поэтому, ребят, времени на самом деле немного, да, когда начинаешь раскладывать по месяцам, оказывается, что времени очень даже мало, да, поэтому, ребята, действуем. Февраль месяц, который может принести очень классные результаты, плоды и осознания, как финансовые составляющие, да, так и душевные составляющие, поэтому здесь понимайте, мои дорогие любимые тельцы, что вы хотите, куда вы идете и сколько вам для этого надо. Вот такой был, я бы так сказала, материальный месяц для вас, да, описание материального месяца, который основан на духовном.
понимайте всю суть и мудрость духовного и идите в своем направлении. Главное, не лежите в направлении мечты, а действуйте, потому что февраль – это месяц, когда необходимо начать действовать и даже очень активно, потому что либо тогда Плутон в соединении с Марсом раскатает и будет очень сильно и больно. Ребят, я надеюсь, вам не показалось, что это какой-то жестокий гороскоп. Нет, рассказала для того, чтобы вы очень быстро, продуктивно и плодотворно начали действовать. Месяц для вас будет очень плодотворный, если вы будете действовать. Если же бездействовать, то будет у каждого, конечно, по-разному, у кого-то затянется, но все-таки делайте, делайте и живите хорошо, как вам нравится. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы принять верное решение. Если же у вас остались вопросы, оставляйте под этим видео в комментариях, но при этом оставляйте дату, время и место вашего рождения. Без этих 3 составляющих я на ваш вопрос не отвечу. Он будет неточным, а говорить просто для того, чтобы говорить, зачем оно нужно? Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!